Всем привет! В ремонте Peugeot 206. Во время езды автомобиль плавает. И все дело было в заднем ступичном подшипнике. Смотрим на колесо. Так. Очень большой люфт. Колесо не гудит, вращается, но так как подшипник конусный и не регулируется. Зажимается полностью. Регулировки нету, сам подшипник износился и появился вот этот люфт. Тормозная система, барабаны. Смотрим, разбираем. Так, вот сам барабан. Как я говорил, здесь два конусных подшипника. Вот один, ролики. Вот второй. Достали, отложили. И теперь смотрим. С наружной стороны есть стопорное кольцо. Вот она. Берете отверточки, две штучки, и аккуратненько поддеваете это кольцо и снимаете. Сейчас буду пробовать снимать, потом результат покажу. Короче, мучился это кольцо снимать, совсем ничего мне не получалось. Короче, взял я дрель, маленькая сверлышко, и, короче, типа вот этого прислонил, так как кольцо каленое, а диск чугунный. Короче, маленькое отверстие здесь, маленькую выступ такой сделал, бортик под колесо. Видно, да? Сейчас стрелочки покажу. Ну вот в это отверстие, что я просверлил, поддел ножиком, и сразу же кольцо отошло. Сейчас отверточкой кольцо поддеваю, и все. Сейчас, вот видите, и оно отходит. Вот так. Вот смотрите, я ножом показываю вот этот выступ маленький. Он ни на что не повлияет, зато для удобства снятия кольца. Так, подшипник не запрессовал, подшипник просто заскочил туда, так как размеры наружные подшипника не соответствуют нормам. Вот эта фирма, запомните, не надо покупать ее, это шило полное. Мне пришлось по кругу небольшие сопли повесить сварочным аппаратом, полуавтоматом, чтобы как-то он держался. Ну, запрессовался довольно туго, так что я думаю, все походит. Все, барабан ставим на место, зажимаем, обрабатываем. На этом видео заканчиваю. Все, всем удачи, пока.